«Юлька-красотулька, пошли ромашки рвать!» – прочитала Юля на экране мобильного телефона. Ах, этот забавный Пашка! Он всегда веселил Юлю. Именно всегда, ведь знает она его с пеленок. Да к тому же они учились в одном классе. С самого детства Пашка проявлял к Юльке много внимания. То благородно спасет ее кошечку Альку от дворовой собаки, то за яблоками полезет. А яблоня в их дворике ого-го какая! Поэтому Пашка после каждого такого лазанья за яблоками требовал от Юльки большой благодарности. А один раз, набравшись смелости, нагло потребовал поцелуя в щечку за большое красное яблоко. На что Юлька в ответ, звонко рассмеявшись, выхватила у Пашки яблоко и убежала. В 9 классе Юлька сама поцеловала Пашку в их скверике. А в 10 классе они вместе поехали на море. Там Пашка из больших красивых ракушек выложил Юлькино имя, а она снова, как ни в чем не бывало, звонко засмеялась. Там же на море Пашка наловил Юле рапанов и устроил поход по киоскам с воздушной ватой и мороженым. Пашка обожал мороженое со сгущенкой, а Юлька любила воздушную вату, которая так забавно липнет к пальцам. Еще на море Пашка подарил Юльке медальончик, в котором была ее фотка. Позже там появилась и его фотография. Юлька постоянно смеялась, смотря на эту фотографию. Все-таки Пашка большой чудак. Однажды зимним утром Юлька услышала знакомый свист с улицы. Так свистит только Пашка. Юлька выглянула и замерла. Внизу красовалась вытоптанная на снегу надпись «Юлька, я тебя люблю». А рядом прыгал Пашка. Юля, накинув на себя белую шубку, выбежала на улицу. Но Пашки там уже не было. Юлька стояла в недоумении, как вдруг кто-то закрыл ей глаза. «Пашка!» – рассмеялась Юля. «Я!» – сказал Паша. И, повернув Юлю к себе, подарил ей скромненький букетик подснежников. Юлька снова рассмеялась и обняла Пашку. Но время шло. Вот уже Юлька пошла сдавать вступительные экзамены в институт. Вот она уже перестала отвечать на смски и звонки Пашки. Да и родители ее не одобряли то, что она часто общается с Пашей. Для них он был маленьким мальчиком, который не способен на серьезные отношения. Родители убедили в этом и саму Юлю, и она решила найти себе взрослого, обеспеченного мужчину. Так в ее жизни появился Демьян. Демьян подходил Юле по всем критериям серьезного мужчины. У него был свой бизнес, ему было 32 года. Он не совершал глупые поступки, и его время было расписано по минутам. Демьян звонил Юле ежедневно ровно в 18:00. Говорили они не больше 5 минут, а встречались исключительно по средам и воскресеньям. И каждое воскресенье Демьян дарил Юле 7 красных роз. Юлькины подруги стали завидовать ее вдруг нагрянувшему счастью. Сами они мучились с несерьезными пареньками, от которых можно было ожидать всего, и не было той самой уверенности в их поступках. А Юлька, слушая их жалобы на этих пареньков, гордилась своим Демьяном. Она чувствовала себя за ним, как за каменной стеной. Ей казалось, что она счастлива. «Юля, не верю своим ушам! Неужели он это правда сделал?» Юлька улыбнулась и покивала головой. Да, Демьян попросил у нее руки и сердца. Она была на 7 небе от счастья. Когда ее родители узнали об этом, мама чуть не расплакалась и сказала, что Демьян – золотой мужчина. А Юлькин отец, в свою очередь, лишь крепко обнял ее и пожелал благополучия. Юлька стала собирать свои вещи, ведь она переезжала в другое место. Она переезжала в квартиру к Демьяну. Вдруг она заметила под своей кроватью небольшую шкатулочку. Юлька нагнулась и взяла шкатулочку. Она была явно сделана кем-то своими руками. Юля повертела ее в руках и увидела внизу надпись «Юльке от Пашки». Юлькины ноги как сами подкосились, и она села на кровать. Дрожащей рукой Юля открыла шкатулку и увидела там много разных вещичек.
Вот маленькое плюшевое сердечко, его тоже Пашка сделал сам. Вспомнив, как Паша смешно и неуклюже шил его, Юлька улыбнулась. Вот маленький камушек, привязанный к веревочке. Вот красивая, большая ракушка. А вот тот самый медальончик, который Пашка подарил Юльке на море. Она открыла его. И если бы раньше она засмеялась, увидев эту фотографию Пашки, то сейчас она заплакала. Тихо, бесшумно заплакала, роняя слезы на медальон. Юля прижала колени к себе и вспомнила, как она с Пашей бегала по лужайке и запускала воздушного змея, как этот же змей запутался в больших ветках березы, и Пашке пришлось лезть на нее, как он упал с той самой березы, и Юлька, испугавшись, подбежала к нему, а он неожиданно встал и взял Юлю на руки. Еще одна слеза упала на медальон. Вдруг зазвонил телефон. А, да, с чего бы это вдруг? Сейчас ровно 18:00. Алло, дрожащим голосом сказала Юля. Привет, Юлия, сегодня давай встретимся в 20:00 в японском ресторане. Я слышал, там замечательная кухня. Тем более нам с тобой надо обсудить все подробности свадьбы. В трубке прозвучал, как всегда, спокойный и привычный голос Демьяна. Но ведь сегодня пятница, удивилась Юля. Да, ты права, пятница, но свадьба – это все-таки очень важно. Так что договорились? Договорились, тихо сказала Юлька. В трубке послышались короткие гудки. Вот уже без 10:08. Юлька стоит у витрины этого самого японского ресторана. Льет дождь, а там так тепло и уютно. Вглядевшись, она увидела за одним столиком Демьяна. Юля взялась одной рукой за ручку двери, а второй сжала медальон, что висел у нее на шее. Нет, она не пойдет туда, к Демьяну. Она не хочет этих серьезных отношений. Ей же всего 19. Она хочет снова быть рядом с Пашкой. Она хочет опять заглядывать в его по-детски наивные, большие, зеленые глаза. Она хочет снова звонко смеяться. Она хочет, чтобы ее называли Юлькой, а не Юлией. Она снова хочет наблюдать, как забавно Пашка считает звезды и, сбиваясь, начинает их заново считать, пока его не остановит Юлька. Она хочет снова получать букетик из ее любимых тюльпанов. Решено, она не выйдет замуж за Демьяна, и ей наплевать, как к этому отнесутся ее родители, ведь это ее жизнь, а не их. Юлька побежала к ближайшему магазину. Там она купила самый большой торт из мороженого со сгущенкой. Она снова вышла на улицу. Дождь не переставал лить, как из ведра. Мокрые волосы прилипали к лицу, а капроновые колготки – к ногам. Сейчас я приеду к Пашке, и мы пойдем вместе гулять босиком по лужам и есть мороженое, не боясь заболеть. Юлька остановила такси и уселась на заднее сиденье. Быстро продиктовав адрес Пашки, она посмотрела в окно. Вон вдалеке виднелся тот японский ресторанчик. Сейчас там сидит Демьян. Он нервно мнет салфетку и смотрит на вход в ожидании своей Юлии. Если бы он знал, что его ожидания напрасны. Юлька задумалась. Как же некрасиво она поступила с Демьяном. Но все же она будет бороться за свое счастье. Юля улыбнулась и прижалась поближе к стеклу. «Спасибо», — сказала Юлька шоферу и оплатила свой проезд. Она выбежала на улицу и увидела дом Пашки. «Я уже рядом, Пашка», — думала Юля и побежала, громко хлюпая по лужам. Брызги летели во все стороны, падая на и без того мокрый асфальт. Вот знакомый подъезд. Юлька подошла к лифту и нажала на кнопку. Но лифт не ехал. Юля побежала по ступенькам на 7-й этаж. Возле черной, до боли знакомой двери она остановилась. Там была надпись «Юлька плюс Пашка равно любовь». Юля улыбнулась. Она вспомнила, как впервые увидела эту надпись. Ей тогда было всего 15. Достав из сумочки черный карандаш для глаз, Юлька дописала чуть ниже «Любовь навсегда». Ну вот и все. От Пашки ее разделяла только эта дверь. Юля нажала на звонок. Перед собой она держала большой торт.
Дверь никто не открывал. Юля снова нажала на звонок, но уже более настойчивее. Вдруг из соседней двери вышел Женя. Юлька его хорошо знала. Он был на год ее младше. В детстве они часто дрались. Но сейчас Юльке было главное узнать, где же ее Пашка. «А где?» «Пашка?» – перебил Юльку парень. «Да». «Так это, Юль, он умер внезапно». Юля сидела на подоконнике и смотрела в окно. На улице лил дождь. Прохожие так смешно и нелепо бегали с зонтиками. А одна дама упала в лужу, так что брызги полетели на всех окружающих. По стеклу бежали капельки дождя, а по Юлькиным щекам бежали слезы. Как же это больно терять самого дорогого тебе человечка. Но она опоздала. Она опоздала не на день, она опоздала на целую жизнь.